Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович, очень рад записывать для вас новое видео, и сегодня я вам покажу номер один способ, как вы можете быстро стать стабильно зарабатывающим трейдером, и это не какая-то там уловка или какой-то волшебный индикатор, волшебная какая-то методология, система, которая бум в одночасье все перевернет. Нет, это небольшое внимание с вашей стороны к некоторым цифрам, и это, я убежден, сыграет решающую роль в достижении положительных результатов, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, потому что мы еще будем разбирать мои сделки, статистику торговли по системе Cluster Trader, ну и, конечно, основные сигналы, по которым мы торгуем. Возможно, вы для себя найдете некоторую пользу в тех основах входа в рынок, которые используем мы. Итак, смотрим на график, и что мы здесь видим? Вот первое, самое первое, что вам прямо сейчас нужно сделать, возьмите, откройте свою статистику торговли, неважно, за неделю, за месяц, посмотрите на самые большие цифры, посмотрите сюда, раз, 980, дальше, 1020, дальше, 860. Из всего многообразия сделок, сколько у нас было позиций за, это вот с 5 августа, давайте посмотрим, сколько я не вижу здесь сделок у меня, 30 трейдов, 3 трейда, 10% сделок, которые выбиваются из общей колеи. И вот это как раз то, что вам нужно. Посмотрите свою статистику, какие сделки выбиваются из общей массы. И дайте им характеристику, что общего между этими сделками, почему они такие прибыльные, что вы делали, какие сигналы принимали. И я могу с уверенностью сказать, и сейчас я вам покажу, и в предыдущих видео показывал, что вот эти сделки, раз, два, три, первое, почему они прибыльные, мы берем техническую сторону, потому что есть две стороны, техническая и психологическая. Техническая сторона – это сторона сигнала, паттерна, причин на вход в рынок, условий, теханализ. И психологическая – это как долго вам удается сохранять терпение до ваших целей, до технических показателей, которые вы для себя померили. Я имею в виду стоп-лоссы, тейк-профиты, то есть вы не дергаетесь, не переводите быстро-быстро в безубыток, вы не закрываете раньше времени, то есть вы четко следуете методологии. Потому что все остальные сделки, вот посмотрите, вот эта масса, да, здесь есть тоже профитные сделки, там $500, там $600, но 3 сделки выбиваются из общей массы, да? И какие это сделки технически для меня? Сделайте такое же резюме для себя. Первое, для меня это эти 3 сделки по тренду. То есть я понимаю, ага, мне нужно фокусироваться на сделках по тренду. А какие-то сделки? Это сделки в комбинации с стрелочным сигналом TC Buy или TC Sell. Мы сейчас вернемся к графику, я расскажу. Если вы новенький, впервые смотрите это видео, то биржевая торговля «Один день с трейдером» вам в помощь. Видео, которое поможет понять мою методологию торговли. Ну и, возможно, она вам понравится, и вы захотите торговать также, используя те же сигналы. И вторая комбинация – это ротация бара. То есть все сделки в комбинации и в направлении импульсного движения, то есть это общее, плюс конкретный визуально продиктованный сигнал. И я понимаю, что мне нужно, как только рыночные условия благоприятны, фокусироваться по максимуму и ждать вот этих больших таргетов, которые могут принести деньги. И все. И посмотрите, вот в течение последних, 2 недели, да, 2 недель были импульсы, коррекции. Вот как раз этот импульс большой, с чем он был связан? С большим профитом. Затем смотрите, какая коррекция. Вот буквально на неделе была коррекция. Посмотрите. Лосс, мелкий лосс, потом бум, выстрел. Да? И, в частности, сегодня $860 сделка, которая сделала новый хай. Да? Сделайте это. Я гарантирую, что вам не нужны какие-то секретные методы достижения результата или как быстро разогнать депозит. Нет, все ответы у вас. То есть вы что-то сделали такое, что вдруг стало приносить деньги, что выбивается из общей массы, в частности, вот эти прибыльные трейды. Это называется прецедент успеха. То есть если у вас уже есть какой-то прецедент, нужно просто на него обратить внимание. А зачастую трейдеры что делают? Они ищут что-то новое, какую-то стратегию, дорабатывают, добивают, мучают. И еще важный момент. Один из вопросов, по-моему, в предыдущем видео задавал трейдер, сейчас вы увидите этот вопрос на экране, перефразирую коротко. Смысл в том, что как и почему вот в больших сделках у меня большой объем, да, а в лоссах, где профиты, у меня объем больше, а где лоссы, объем меньше. Вот ответ на вопрос. Я знаю, какие сделки
приносят большие профиты. То есть какие-то сделки, вот как раз сделки, про которые идет речь, то есть какие-то сделки, которые были уже прецедентами успеха, и я могу, видя ту же самую комбинацию, которая, допустим, вот здесь приносила мне $1000 или $980, я могу ее же в будущем использовать, и увеличив объем, вот здесь вы видите, я объем взял 2 лота, хотя до этого 1. Вот в этом основная соль. И вы не представляете, как этот маленький момент, это маленькое вот, казалось бы, ну что здесь сложного, может просто перевернуть ваше мышление, и вы гораздо меньше энергии будете тратить на то, что вам в принципе не нужно. Вот все, что нужно, уже есть. Да? Конечно, важны правила входа в рынок, конечно, важен риск-менеджмент, конечно, нужно понимать, там, по каким критериям вы входите. Это все понятно, это задача системы, она есть и есть. Все остальное в управлении этой системой. И когда у меня была серия лоссов, они мелкие были вот здесь, да, как раз я дошел до 15 тысяч, и потом, бум, скорректировался почти до 14. Да? Я дергался? Нет, я знал, что как только такая сделка появится или такие условия, я смогу капитализироваться. В большинстве случаев, не в этой, так в следующей сделке. Рано или поздно мне удастся поймать большой профит, который закроет все лоссы. Более того, есть какие-то еще мелкие профиты, да, которые закрывают там повседневные какие-то лоссы. Да, мы сейчас еще вернемся к статистике, давайте к этому сигналу. Пару слов про этот сигнал. Загрузится. Я записываю видео совершенно рандомно, потому что любое видео, которое насыщено смыслом, ну, которое, по крайней мере, есть на моем канале, это рандомные видео, и видео вот самого такого вот, самое горячее видео. Итак, фьючерс на нефть WTI – это минутные графики. Я торгую в основном фьючерсами на нефть и золото. Если вы тоже дейтрейдер, скальпер, обязательно торгуйте в ликвидную сессию. С 16 до 19:00 по Москве – это самый лучший период, когда вы можете поймать большое движение. Так вот, первое, на что я смотрю, основная комбинация, которая приносит деньги, то есть прецедент. Какой у вас прецедент успеха? Я знаю трейдеров, у которых прецедентом успеха является сделки контртренда. Казалось бы, как так? Да? Абсолютно так. То есть сделки, самые большие деньги они делают в сделках против тренда. Да, у меня такой период тоже был, когда я делал деньги контртренда, но сейчас я фокусируюсь преимущественно на сделках по тренду, потому что это позволяет ставить еще более широкие тейк-профиты. Так вот, посмотрите, что происходило до, то есть какая методология входа в рынок, что происходит перед вот этим событием. И вы должны четко себе представлять эту картинку. Пусть она будет одна, но это будет твердым, благодаря которому вы можете зарабатывать, а не то, что ой, здесь вошел, здесь вышел, здесь вошел, здесь вышел, беспорядочно делать. Конкретная картинка. Так вот, моя конкретная картинка, которую мы с трейдерами очень часто торгуем, это направленное движение, особенно на открытии рынка, какой-то моментум. Мы видим четко направленное движение. Посмотрите, все бары одного цвета, все бары красные. И затем мы видим первое восстановление. Посмотрите, бары поменяли свой цвет, бары какие зеленые. Мы видим локальный бычий рынок. То есть микротренд против основного потока. И мы ждем увядания локального тренда, то есть увядания коррекции в направлении импульса. Еще раз, увядание коррекции в направлении импульса. Увядание коррекции в направлении импульса. Какие сигналы к увяданию коррекции в направлении импульса? Мы используем два основных сигнала. TC-Sell, один из самых сильных сигналов, особенно если это первый сигнал после медвежьего движения. Посмотрите, импульс, коррекция, ничего, кроме ротации бара, правда, здесь, да, ротация бара была. Импульсное движение, коррекции, вот он TC-Sell сигнал. Да, первый стрелочный сигнал на продажу с трендом. Да. Это сигнал к увяданию коррекции в направлении импульсного движения. И затем мы видим еще ретест-зону. Это дополнительный подтверждающий сигнал. Его можно использовать, можно нет, в зависимости от правил трейдера. Достаточно стрелочного сигнала, либо ротации бара. Sell. Да, стоп-лоссы уходят за предыдущий хай, тейк-профиты у ближайшей зоны. Это тейк-профиты номер 1, либо можно ставить расширенные цели в зависимости от того, если там технический потенциал. На тот момент здесь был уровень, соответственно, мои тейк-профиты были здесь. Мы видим, рынок отскочил, да, снова TC-Sell здесь. Здесь мы не принимаем, потому что близко к уровню. Здесь тоже сигнал. Этот сигнал можно принять? Нет. Почему? Потому что стоп достаточно большой. То есть мы не принимаем каждый сигнал, мы принимаем тот сигнал, который может привести к профитам. Это не будет в каждой такой сделке невозможно делать профиты, но мы знаем, что чаще да, чем нет. Да. Отличный трейд, который принес плюс $860, и этот трейд является прецедентом успеха. Да. То, что я показывал в предыдущем видео, посмотрите предыдущее видео, там сигнал по золоту по ротации бара. Примерно такая же комбинация была только в направлении вверх. Импульсная волна, коррекция, ротация бара, лонг.
Еще раз, биржевая торговля один день с трейдером, посмотрите это видео, чтобы понимать, что за термин ротация бара, там TCL сигнал, там в этом видео за полчаса я разбираю всю методологию, торгую в режиме реального времени, вы все это можете видеть. Причем, что интересно, этот сигнал я не сколько увидел, сколько услышал, потому что в момент, когда все сформировалось, я немного отвлекся, но мы теперь используем новый софт для поиска разворотных паттернов, да, и мы получаем сигналы о формировании этих паттернов. Вот здесь мы как раз видим разворотный паттерн, кластер 3 sell. Вернемся к статистике. У меня сегодня еще одна позиция была по золоту. Была возможность сделать баксов 600-700, но в итоге минус 140. И такой обидный трейд. Цена 2 тика не дошла, я пожадничал, не стал закрывать. Давайте посмотрим, что здесь происходило. Отличнейший трейд, самый лучший трейд, как раз вот трейд, который является прецедентом успеха. То же самое, что и по фьючерсу на нефть. Импульсная волна, моментум, сила сигнал номер 1. Мы видим предыдущую структуру SS2, мы видим TC buy, ритез-зоны, кластер 3 buy, посмотрите. И мои цели были вот здесь, в районе вот этой структуры. Буквально несколько тиков не хватило. Бум! Хотя я чуть-чуть ужесточил, мои стоп-лоссы изначально были пошире, я ужесточил, но все равно обидно, потому что здесь была возможность сделать на баксов, может быть, не 700, но 500-600 уж точно. Если мы с вами посмотрим на автоматику, мы увидим, что... Давайте вот так я сделаю, чтобы вам было видно. Да, причем мы увидим с вами вот этот сигнал автоматически, был найден, и еще раз говорю, это очень-очень облегчает нам теперь задачу поиска, идентификации и, собственно говоря, торговли разворотными паттернами, и они уже включают в себя стрелочные сигналы, то есть это не просто отдельный паттерн, а уже как комбинация, да, два паттерна в одном, два сигнала в одном, то есть они уже образуют SS2, и когда мы видим этот паттерн, мы понимаем, что это SS2, сила сигнала номер 1 это стрелочный сигнал, да, плюс слабое разворотное, сложное слабое дно, да, и так далее, да, их целая серия этих паттернов. Так вот, вернемся еще раз к статистике. Хотелось бы вам показать, давайте чуть пониже, что-то я не вижу ничего. Хотелось бы вам показать еще некоторые цифры. 50% прибыльных сделок. Вздохнут, всхлипнут трейдеры, да, особенно начинающие. На самом деле эта цифра не имеет никакого значения. Еще раз, если вы хотите стать зарабатывающим трейдером, вам нужен прецедент успеха. А прецедент успеха — это то, что у вас получилось. Откройте статистику, посмотрите. Вот эти импульсы, что случалось перед ними? Ну, то есть, точнее, что случалось, почему они произошли у вас, эти импульсы? Понимаете? 50% прибыльных сделок. Мы видим средний прибыльный трейд 394, средний убыточный 211, даже средний убыток стал ниже по сравнению, если я не ошибаюсь, по сравнению с предыдущими обзорами. Да, посмотрите, соотношение 1 к 2, да, так и осталось. 1 к 2, может быть, чуть больше, чуть меньше. Просадка, это тоже очень важный показатель, 9,5%. 9,5% для меня предельным таким, да, уровнем просадки является 15, 18 до 20. То есть я допускаю такую возможность просадки до 20%, но мы видим уже какую неделю подряд выше 10, вот 9,90 где-то была просадка, на той неделе было 4,5%. То есть, на мой взгляд, опять-таки для меня, да, это очень-очень хороший показатель просадки. Еще раз напомню, что профессионалы допускают там иногда до 30%, но вот 15-17 это мой такой, да, такая красная линия, красная черта, которую не хотелось бы пересекать. И когда я значительно ниже этой черты, да, или как минимум в 2 раза, это добавляет уверенности. Да, это добавляет уверенности. В общем, коллеги, вот такой обзор моих позиций, вот такое видео. Я надеюсь, вы для себя взяли, да, несколько важных подсказок, и которые вы можете использовать в своей торговле. Если вы хотите торговать по системе Cluster Trader, ссылка будет под этим видео. Встретимся с вами в новых тренингах, в новых обзорах. Хорошей вам торговли. Сейчас рынок очень волатильный. Используйте это, да, чтобы делать как раз вот такие бум-моментумы. Пока.